Это новый курс по тестированию ПО. Этот курс я рассчитываю записать очень подробно, непосредственно для тех людей, кто сейчас интересуется темой тестирования, для тех, кто в ней ничего не знает, но хочет найти себя в этой профессии и хочет стать тестировщиком. Что это значит для вас? Если вы ничего не знаете, вы можете не переживать, потому что все темы я для вас раскрою. Темы я буду разбирать довольно глубоко, и если у вас уже есть какие-то знания, возможно, вы уже даже работаете тестировщиком, этот курс вам хорошо подойдет для того, чтобы что-то вспомнить, где-то свои знания углубить. Курс я рассчитываю сделать довольно качественным. Что касается количества уроков. Я думаю, что их будет минимум 30, скорее всего, больше. То есть мы будем разбирать довольно много тем. Так что можете смело подписаться на мой канал. Лишним это точно не будет. И, в общем-то, следить за этими уроками, их не пропускать. Первая тема, естественно, мы сейчас с вами и начнем с того, что такое тестирование, кто такой тестировщик, что это из себя представляет. Я думаю, что у вас так или иначе должно было уже сложиться какое-то собственное впечатление о том, кто такой тестировщик, что он делает. И обычно оно у людей какое? Это человек, который берет программу и ее играет, пользует, использует, что-то с ней делает. Отчасти это действительно так, но далеко не все так просто, как кажется на первый взгляд. Я сейчас переключу на другой слайд. Это слайд скорее про историю тестирования. Вот он. Чтобы понять, кто такой тестировщик, что он делает, стоит посмотреть вообще немножко на историю развития тестирования. Надо сказать, что именно в 50-е и 60-е годы появились более-менее нормальные мощные компьютеры, на которых уже начали что-то делать. И, соответственно, когда люди начали создавать программы, нужно было понять, то есть мало написать программу и сразу начать ее использовать. Нужно проверить, она вообще работает или нет. И тогда уже начало зарождаться тестирование как таковое, но это еще не называлось тестированием. То есть, по сути, это была отладка кода. Да? То есть, вы нажали 1 плюс 1 равно 2. Да? Посмотрели, да? Нет, оказывается 3. Что-то пошло не так. Еще раз что-то поправили. 1 плюс 1 равно 2. Да, супер, отладили, то есть работает. На этом отладка, в принципе, заканчивалась. Потом началась эпоха 60-х годов. Это, скажем, эпоха зарождения тестирования как такового. И в то время считали, эта эпоха называется, вот на слайде видно, эпоха исчерпывающего тестирования. Почему исчерпывающего? Тогда считали, что тестирование – это процесс, когда вы в свою программу пытаетесь ее запустить со всеми возможными вообще тестовыми данными. Когда вы пытаетесь на ней сделать все, что только вообще возможно сделать, и таким образом прийти к выводу о том, что мы проверили все, что могли проверить, там ошибок нет. Эта эпоха, в общем-то, себя исчерпала, как и ее название, потому что уже на тот момент пришли к выводу, то, что исчерпывающее тестирование невозможно в принципе, и уже тогда зародился один из принципов тестирования. То есть невозможно протестировать вообще все, даже в абсолютно тривиальной программе невозможно предусмотреть все возможные сценарии. Потом пришла, скажем так, эпоха 70-х годов. Да, эпохи делятся где-то приблизительно по 10 лет, так уж получилось. И 70-е годы разделились, по сути, на два этапа. Первый этап – это был, когда пытались не то чтобы искать ошибки, а пытались именно доказать, что программа работает так, как нужно. Например, мы делаем с вами калькулятор, у нас есть 9 цифр, есть оператор плюс-минус равно. То есть нам нужно подтвердить то, что можно нажать на каждую цифру, что сложение это сложение, что вычитание это вычитание, на равно, если мы нажмем, то мы получим результат. То есть мы доказали, что программа исправно работает, все, то есть на этом тестирование закончилось. И где-то в середине 70-х произошел вот этот переломный момент, когда посмотрели и подумали, так, а мы же не проверили как бы какие-то негативные сценарии, то есть что-то пошло не так, и кажется, мы что-то не так делаем с тестированием. И решили в корне другой подход попробовать. Решили попробовать, надо искать ошибки. Вот просто искать ошибки. Мы не будем даже подтверждать, что 2 плюс 2 равно 4, это хорошо. Мы сразу будем пытаться сделать 2 плюс слово «привет», нажать на равно и попытаться как-то это сломать. Да? То есть была эпоха такая, надо все поломать. Вот так занимались тестированием.
Ну, собственно, эта эпоха прошла, это были такие методы проб и ошибок, и начались у нас 80-е. Надо сказать, что в 80-е начала зарождаться именно нормальная теория тестирования, как она есть сейчас. Тогда же появились первые хорошие книги, появились первые пособия учебные. Кстати, есть до сих пор хорошая книга 82 по-моему, года, которая на сегодняшний день до сих пор актуальна именно по теории тестирования. И это была эпоха предупреждения дефектов как таковых, то есть начала зарождаться такая вещь, как Quality Assurance. Что есть Quality Assurance? Наверняка вы об этом слышали, я сейчас переключу свой слайд на второй. И здесь вы видите, да, то есть у меня есть такая вещь, как обеспечение качества. В обеспечение качества входит контроль качества и входит тестирование ПО. Да, то есть тестирование ПО это только часть от обеспечения качества как такового. Мы к этому еще придем чуть позже. Идея обеспечения качества в том, что мы работаем над качеством продукта, да, вот над поиском ошибок. Точнее, наша задача не только найти ошибку, но и обеспечить такие условия, в которых ошибок будет в принципе меньше. Ну, например, если мы заранее знаем, что нам нужно написать нормальные требования, и это приведет к тому, что, ну, например, да, я разработчик, я разрабатываю. Я как разрабатываю? Мне могут сказать, например, там, сделай мне калькулятор, и я сделаю его как мне хочется. Получится какая-то ерунда, скорее всего. Если мне дадут нормальную спецификацию и скажут, что, ну, вот конкретно должны быть такие вещи сделаны, то я с большей вероятностью сделаю нормальный продукт. Предупреждение дефектов это вот об этом. То есть здесь именно речь идет о том, что мы заранее пытаемся предостеречь то, чтобы дефекты вообще появились. И уже потом, соответственно, заниматься какими-то другими вещами. Это все про обеспечение качества в целом. 90-е я написал здесь как эпоха обеспечения качества, потому что если в 80-е только начало это зарождаться, да, например, там начало тестирования на этапе вообще подготовки требований, то в 90-е уже начала складываться целая концепция вот именно обеспечения качества. 2000-е здесь у меня отмечены, это эпоха автоматизации, agile и так далее, о чем я здесь писал. Где-то, да, с 2000-х начала очень популярна, во-первых, история про автоматизацию тестирования. Естественно, в это время уже неплохо развились различные языки программирования, и на основании этих языков начали создаваться различные готовые продукты, на которых можно делать автоматизацию тестирования. Да? Не просто писать код для автоматизации, а какие-то конкретные продукты, которыми это можно делать. Соответственно, автоматизировать стало проще, начали это больше применять. С этих же годов началась эпоха agile как таковая. То есть, что есть agile, мы будем еще говорить. Фактически это подход к разработке. Да? Это некая методология, как вообще разрабатывать продукт. И тогда она начала становиться популярной. Соответственно, тестирование тоже это захватило. Ну и ко всему к этому концепция качества – это клиент. Что это значит? Что есть качественный продукт? Да, то есть, что есть качество как таковое. Если раньше понималось, что это продукт, который работает исправно, с 2000-х и с эпохой Agile в том числе начала появляться другая концепция. То есть, качественный продукт тогда качественный, когда клиент, который им пользуется, доволен тем, что он получил. То есть, мало следовать спецификации, которую нам написал какой-нибудь, например, бизнес-аналитик. Нам нужно, в принципе, создать такой продукт, чтобы он был качественным, даже если, например, этого нету в бизнес-требованиях. То есть, вот такая идея была. Ну и следующий этап у нас идет современное. Как это правильно сказать? О современном тестировании мы будем с вами говорить на протяжении всего этого курса, что, в общем-то, чем, в общем-то, мы с вами будем заниматься. Историю рассмотрели, что же такое тестирование ПО, все-таки давайте поговорим на сегодняшний этап. На сегодняшнем, скажем так, этапе есть понятие Quality Assurance, оно же обеспечение качества. Это очень обширное понятие, здесь есть его небольшое у меня определение, да, то есть это комплекс мероприятий, направлено на обеспечение качества разрабатываемого продукта на всех стадиях. Есть различные стадии разработки, на каждой стадии есть различные мероприятия. То есть это не только тестирование как таковое, там понажимать на кнопочки, но и какие-то другие. Все вместе это обеспечение качества. Это процесс такой всеобъемлющий,
можно это так назвать. И непосредственно этим редко занимается, скажем так, тестировщик на этапе там junior, middle и так далее. Да? То есть это чаще отдельно выделенная какая-то позиция, скорее менеджера по тестированию. Человек, который отвечает за больше менеджментские вопросы. Дальше. В обеспечение качества входит процесс контроль качества. Контроль качества, опять же, определение я здесь постарался дать, это комплекс мероприятий, направленный на обеспечение качества разрабатываемого продукта на всех стадиях разработки. Да, и речь идет именно о различных мерах, именно на стадиях разработки и на разрабатываемый продукт. Я это разделяю, потому что, ну, например, вопросы, связанные с обеспечением качества, могут касаться, например, формирования команды, да, и это не про контроль качества, да, то есть это не про quality control. То есть это может быть, например, про атмосферу в офисе в том числе, да, это тоже вопрос качества. Почему продукт получился плохой? Ну, потому что мы сидели в подвале без вентиляции, у нас разработчик упал в обморок и, в общем-то, 2 недели пролежал в больнице. Продукт получился фиговый, потому что сроки вышли, и мы ничего не успели сделать. Это вопрос обеспечения качества? Да, это тоже вопрос обеспечения качества. Но, естественно, нет тестировщика как такового, и он не входит в контроль качества тоже. Контроль качества именно про работу над продуктом, над разработкой. Дальше, скажем так, над улучшением качества внутри вот именно софта. Давайте так это обзовем. И следующее – это тестирование ПО. Тестирование ПО я здесь выделяю как соответствие между реальным и ожидаемым поведением программы. Фактически каждый тестировщик, когда он делает то, что многие называют тестирует, он делает что? Он, например, вводит логин, вводит пароль, говорит авторизоваться и авторизуется. Это ожидаемый результат. А представим себе, что не авторизовался. Получается, что реальный и ожидаемый результат не совпали, соответственно, это что? Это баг. Мы заводим баг-репорт как таковой. То есть это и есть, по сути, процесс, самый простой процесс тестирования, да, то есть проверка соответствия между ожидаемым и фактическим результатом. Еще выше я обозначил, что такое качество. Да? То есть, если мы говорим о том, что quality assurance, а обычно во всех вакансиях ищут именно QA-инженер, quality assurance, мы еще об этом чуть поговорим позже, нужно понимать еще и что такое качество. Я здесь дал 2 определения, и они, в общем-то, сводятся к тому, что это некая совокупность характеристик, которая обозначает определенную степень готовности или определенную степень качества продукта. Мы будем, опять же, позже говорить об этих характеристиках. Что нужно понимать? Порой это субъективное восприятие. Мы, каждый сам для себя понимаем, это качественно или некачественно, не знаю, вкусно или невкусно. Но есть определенные стандарты, так называемые ISO. Я думаю, вы видели где-то, не знаю, на различных продуктах, да, обозначение там ISO и там какое-то количество цифр. Это есть стандарты. Это международные стандарты, к которым многие, в общем-то, и обращаются за определениями конкретными. Вот оттуда они и происходят. То есть конкретно здесь не нужно предъявлять свои субъективные какие-то параметры качества. Они уже придуманы, они определены в стандартах, их нужно либо знать, ну, либо знать, где их подсмотреть и, в общем-то, ими пользоваться. Вот что есть качество. От качества, соответственно, идет обеспечение качества, контроль качества и тестирование ПО. Почему ищут QA-инженеров? На сегодняшний день вообще вот это вот понятие QA-инженер и тестировщик, оно размыто. У нас редко в какой компании действительно выделяют позиции, там, ты тестировщик, который сидит и нажимает на кнопки. Ты занимаешься контролем качества, занимаешься там, документацией, там, пишешь различные тест-кейсы и так далее. А ты вот обеспечением занимаешься, сидишь и думаешь, как все должно работать. Так нет, так не происходит, так не работает. Есть QA-инженер, на которого, в зависимости от его опыта и квалификации, могут возложить определенные обязанности. И если вы джуниор-специалист, в принципе, на вас, возможно, возложат меньше, да, но ту работу, которую на вас возложат, она, в принципе, будет и здесь, и здесь, и здесь. Просто, возможно, вот прям из обеспечения качества вас будет касаться там совсем ничего. А когда вы проработаете 5 лет, большая часть вашей работы будет касаться скорее обеспечения, чем нажимания на кнопочки, да, то есть будет вот это вот
происходить градация. И еще немножко про тестирование ПО. Вы можете увидеть довольно много различных объяснений, что такое тестирование ПО. Во многих книжках написано, что тестирование ПО – это поиск багов. Отчасти это действительно так, но я вас прошу не запоминать именно эту трактовку как истинно верную, потому что довольно много где на собеседовании, если вы так скажете, вас просто не возьмут на работу. На сегодняшний день многие статьи, многие конференции, да, то есть многие специалисты говорят то, что тестирование – это не поиск багов, ни в коем случае. Это вот именно проверка между ожидаемым поведением программы и фактическим. Вы должны понимать, что тестирование ПО – это процесс. Это просто процесс, где вы исследуете программу, либо документацию для этой программы с какой-то целью. И в зависимости от того, какая у вас позиция в команде, у вас может быть разная цель. Например, цель может быть, вот как я говорю, найти отличие между ожидаемым и фактическим результатом. Возможно, у вас цель найти действительно баги. Возможно, у вас цель вообще какая-то другая, да, то есть, возможно, у заказчика какая цель? Мне нужен тестировщик, чтобы он сказал, что продукт готов. То есть, моя цель – это по определенным критериям подтвердить, что продукт готов к выходу в продакшн. То есть, цели могут быть разные, но в любом случае это процесс исследования программного обеспечения либо документации с какой-то целью. Вы можете, в общем-то, на собеседованиях своих говорить точно так же и объяснять, что цель, в общем-то, у каждого будет своя. Я перед собой в минимальном формате, когда я провожу, например, конкретно тестирование, ставлю вот такую. Поставить целью нахождения багов, я не вижу смысла, и мы будем еще об этом говорить в других уроках. Окей, что такое тестирование ПО? Что такое контроль качества? Что такое обеспечение качества? Я думаю, что мы с вами обсудили еще, как придачу ко всему, мы поговорили с вами даже про историю тестирования. На этом давайте закончим и будем переходить к следующим урокам. А еще вы можете подписаться на мои социальные сети. Есть паблик в Инстаграме, есть в Телеграме. Там я публикую периодически айтишный юмор и различные полезные статьи. Кстати, на YouTube тоже подписывайтесь. Здесь уже много полезных видео, например, языки программирования Java, Golang. Есть автоматизация тестирования и база данных для тестировщиков. Да и просто много полезных видео, например, про CSS, где вы сможете узнать для себя что-то новое. Ну а на этом все. Спасибо. Пока.